Ребят, привет! Итак, продолжение рубрики обзор компании и клиник, которые предлагают пересадку волос. В предыдущем обзоре была компания Доктор Беркан или Берджан, не знаю как правильно. Сегодня будет другая клиника, которая называется Клиникана. Такой же методикой я просто забиваю в интернете, в гугле Клиникана, и что я вижу. Итак, первое, что мне выдает, что самое интересное, это офис в Барселоне. Я на самом деле это уже читал, там всего лишь 55 отзывов. И видно, что написные отзывы, и есть отрицательные отзывы, в которых приблизительно одинаково то есть с одинаковыми жалобами. Но мы же говорим о Турции, и поэтому давайте перейдем именно на Стамбул. И что мы видим? Итак, здесь у нас 792 отзыва. То есть видно, что компания существует уже давно, наверное. Открываем отзывы. И первые отзывы отрицательные отзывы. Еще раз говорю, что отрицательные отзывы это самое важное, что вы можете узнать об этой компании. Особенно если сходятся показания, что называется, у нескольких людей, которые пишут отзывы, значит это реально проблема, которую беспокоит клиентов. Готовы ли вы с этой проблемой столкнуться? Если для вас это не проблема, переступайте и идете дальше, смотрите, что еще в этой клинике, то, что вас интересует. Так, давайте посмотрим, какие здесь проблемы. В общем, немножко изучив отзывы, в основном многие пишут о том, что саму операцию делает не доктор, а делают студенты, медсестры и медбратья. А сам доктор просто ходит, один доктор на 6 комнат, на 6 палат, и он ходит просто и смотрит за ними. Хотите ли вы таких чтобы на вас тренировались студенты, причем не за бесплатно? Кстати говоря, на фото, честно говоря, пересадка выглядит, как по мне, ужасно, и цены от 2 до 2,5 тысяч евро. 2-2,5 тысячи евро за то, что кто-то будет на вашей голове практиковаться, то есть какие-то студенты или медбратья, медсестры. То есть это делает даже не доктор. Далее, на сайте есть русский язык, но перевод, конечно, просто капец. Например, пакет, основе пакет. То есть, даже нет за 2000 евро, ребята тоже не сильно инвестируют в свою компанию. Видимо, слишком все эти суммы расходятся по карманам, и не хватает даже на переводчика, который, собственно, не может все это нормально перевести. Также в отзывах пишется об ужасном суппорте, неравномерной трансплантации, что, как по мне, это ужасно. То есть, представляете, если вам, например, пересадят все неравномерно, это значит, что 100% вам нужно будет переделать. Я понимаю, что, например, в моем случае у меня здесь очень большая зона облысения. То есть, видите, здесь пересадили, здесь все неплохо, а здесь лысо. То есть, мне нужно будет делать вторую пересадку, чтобы еще здесь все это закрыть. Но если у вас не такая большая зона пересадки, и по факту можно все сделать за один раз, но вас клиника вынуждает это делать 2 раза, причем, скорее всего, вам, наверное, если вам в первый раз сделали это неравномерно, я думаю, второй раз вы уже пойдете в другую клинику. То есть смысл ли идти в такую клинику? Далее, также в отзывах отрицательных упоминается о том, что и неоднократно, что есть вопросы к стерильности и чистоте. И тоже прикол, я не знаю, как это, пишут, что волосы падали прямо на лицо во время операции. То есть представляете, ваши драгоценные волосы, которые у вас трансплантируют, изымают, и они так легко их теряют. То есть они вываливаются клиентам куда-то там вперед, то есть падают. И причем они говорили, что они жаловались, и ничего с этим никто не делает. Так. Еще что интересно, у этой компании много агентов или, может быть, офисов в других странах. И в других странах, то, что я говорил, кстати, в Испании, там тоже плохие отзывы. Пишут о том, что суппорт не отвечает после того, как им там наделали дел на голове.
и вроде бы должен быть суппорт годовой, и решить все вопросы, и гарантия должна быть, но все просто смываются и посылают клиентов своих нафиг. Это то, что написано в отзывах. Кстати говоря, по этой же клинике есть живой отзыв от одного человека, живого человека, то есть это не просто написано, а человек, он сделал в клинике в этой операцию, и я знаю, что ему пришлось переделать, то есть он ждал возможности. Я вам говорил в предыдущих видео, что когда вы делаете операцию, вы не можете, следующая операция, если вам нужно, можно сделать ее через год. Ну, иногда, то есть минимально 7 месяцев. И он ждал реально эти 7 месяцев, чтобы исправить то, что ему сделали именно в этой клиникане. Вот. По поводу суппорта и кто отвечает. Мне, честно говоря, ответили, я даже не знаю, спустя несколько часов суппорт Элли. Ну и как робот, вот тоже, что меня бесит во многих клиниках, и многих я, когда отбирал себе, сразу удалял. Это, во-первых, если тебе сразу нормально не отвечают или не отвечают то, что ты хочешь. Я понимаю, что там могут быть заняты операции или еще что-то идти. Но если ты спрашиваешь конкретный вопрос, а тебе замыливают глаза и отвечают какую-то фигню, это не моя клиника. Насколько это важно для вас, может быть, для вас это как бы не важно. Для меня это важно. И во многих клиниках я также заметил, что вот вы задаете вопрос, а вам как роботы просто то есть не отвечают на вопросы и говорят: пришлите фотографию. Я у них спрашиваю: ребят, я хочу узнать сначала о вашей клинике, перед тем, как я пришлю фотографии своей лысой головы, я хочу о вас узнать. И как бы после этого некоторые компании просто замирают и куда-то пропадают на неизвестное время. Вот. Потом у них, видимо, когда... я не знаю, они просто просматривают, может быть, они решают, что ага, вот этого можно все-таки взять в оборот, и может быть тогда они отвечают, потому что, ну вот реально есть такой момент. Сейчас я, кстати, поищу отзыв, ответила ли мне вот эта Элия. Сейчас. Ну вот, пожалуй, наверное, это все. И еще раз мой совет: обязательно просматривайте отзывы, особенно смотрите, разделяйте отзывы, которые живые отзывы, они обычно видны, и те, которые просто заказаны и написаны. И особое внимание обращайте на отрицательные отзывы, как правило, если они сходятся у многих клиентов, вы понимаете, что это проблема. Еще нюанс: многие тут пишут на английском языке, но есть Google Translate, поэтому пользуйтесь и смотрите. От этого же зависит ваша голова, и это же навсегда, поэтому это очень важный момент. Итак, это была клиника Клиникана, то, что я вот сейчас нашел, информация. Если у вас есть какие-то дополнительные сведения, пишите в комментариях, делитесь, и, возможно, я сделаю новый ревью с какими-то новыми данными. Помните также о телеграм-канале, где ответы на ваши вопросы, где оперативная информация и напоминания о выходящих видео. Ну и в следующей серии мы разберем новую клинику. Пока!